Здравствуйте! Сегодня у меня совсем необычный ролик. Сходил я в торговый салон Московского монетного двора. Вот этот вот по этому адресу, и купил две художественные гравюры, которые недавно Гознак отпечатал с изображениями самолетов периода Великой Отечественной войны. Вот хочу их вам сегодня показать, ну, собственно, и вместе с вами самому посмотреть, рассмотреть. Вот две такие вот шикарные гравюры, упакованные в паспорту. Так это выглядит с оборота. И тираж каждый 3000 экземпляров. Посвящены они 80-летию Победы. Самолеты периода Великой Отечественной войны, Ил-2 и МиГ-3. Вот такое вот новое. Что-то новое, чем-то нас радует Гознак. Давайте посмотрим поближе. Я их еще сам не распечатывал. Давайте раскроем, посмотрим. Интересно. Прям упакованы в паспорту, но паспорту не прикреплено. Вот этот вот лист информационный, он отдельный. То есть выглядит это вот так вот. Ну, то есть, очевидно, в рамку надо и на стену вешать. Здесь просто технический картон. Ну, давайте посмотрим саму гравюру. Это, наверное, самое интересное. Здесь у нас тиснение по кругу, такая рамка сделана. Номер уникальный, то есть пронумерована продукция. Конгрев, тоже тиснение, знака, символа Гознака. И ниже вот здесь вот лак, и отпечатано на Московской печатной фабрике, филиале Гознака. А сам самолет — это у нас металлографская печать. Так вот, покажу поближе. То есть очень качественно, очень вообще супер. Отличный сувенир. Вопрос цены, конечно. Цена здесь совсем не маленькая. Покажу вот фотографию с салона. Ну, собственно, опять же, что есть, то есть. Это обсуждать, наверное, немножко странно. Наверное, это больше уйдет на корпоративные какие-то подарки. Куда-то там в кабинетах повесить, в офисах и так далее. Но в целом вот и продается и в свободной продаже. Будет ли эта серия продолжена, не очень понятно. Ну, даже вот первые два самолета, это очень здорово. Попробовать это сам. Просто не знал, что здесь у нас можно вытащить один лист. Вытащим только его, остальное оставим. Вот и МиГ-3. Такая вот красота. Единственный такой относительно небольшой негатив, который у меня остался от покупки, это то, что продавцы на месте совершенно отказываются каким-то образом обсуждать, давать возможность выбора или вообще, ну, как бы хоть как-то обсуждать номера. Как видите, как я уже сказал, да, 3000 экземпляров каждая гравюра выпущена. И вот у меня я просто попросил очень корректно и вежливо, если есть, подобрать мне одинаковые номера. На что мне сказали, что нет, что будет, что выдадим, то и выдадим. Вообще выбирать не будем, много вас таких ходит. Что мы каждому должны здесь что-то выбирать. Вот, ну, очень неприятно, на самом деле. Такой осадок остался. Потому что если вы, уважаемый Гознак, делает нумерованную продукцию, то, очевидно, люди будут интересоваться этими номерами. Но сделайте тогда без номеров, зачем тогда это нужно? Можно продавать красивые номера, там, не знаю, из первой десятки или из первой сотни, там, дороже продавайте. Продавайте там, ну, красивые, условно, не знаю, там, 3 тройки, 3 пятерки, тоже дороже продавайте. Продавайте даже пары с одинаковыми номерами, вот 2 гравюры дороже. Я, например, был бы готов, наверное, к такому предложению.
Но здесь было категорическое нет. Вот что у нас лежит в стопке, верхний мы отдадим и все. При том, что я был в салоне на тот момент один. Две продавщицы, и я один. И вот такой вот, не знаю, получается, что я про процесс покупки рассказываю больше, чем про сами гравюры. Но вот сам продукт, это очень круто, конечно, очень здорово. Может быть, ну, как бы эта серия, если продолжится, было бы классно. Вот такая вот история у меня сегодня. Так вот положим. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.